Доброго времени суток всем. Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Спасибо. Продолжается активный просмотр видео за 11 сентября. Кому вы нравитесь и почему? Причина такой активности для меня остается загадкой. Пожалуйста, напишите, чем это видео вас зацепило, чтобы я смогла учесть ваши предпочтения на будущее. Хочу с вами обсудить один из последних отзывов под этим видео, который зацепил меня и подтолкнул к новой теме, о которой скажу ниже. Девочка пишет: жить в своем стабильном тихом болоте и тихо ненавидеть друг друга. Вот это цель жизни. Да, ушла в новое, да, есть поклонники. Но как можно полюбить другого, если всем сердцем любишь этого? И снова учишься жить с нелюбимыми, но зато стабильно. Где логика? Я написала ответ. А что такое любовь? Что для вас любовь? Для меня и не только. Любовь – это химия, доказана научно при помощи всевозможных исследований, тестов, в том числе по состоянию крови. Это состояние, которое невозможно разложить по полочкам. А если возможно, то это тоже может быть очень хорошим чувством, но вряд ли это любовь. Это когда оно либо есть, либо его нет. И чаще всего не благодаря, а вопреки. Как вы думаете, сколько счастливчиков в этом мире, которым выпала честь, удача, дар, способность, умение любить? Да, это надо уметь. Вы счастливчик, вы умеете. Насладитесь этим умением. Наполните каждую выпавшую секундочку вашей жизни. Кайфуйте, не ожидая ничего взамен. Будьте счастливы от любой мелочи, общепринятой ерунды. Всех благ. Написала вам это не для спора. Просто захотелось поделиться своим мироощущением, оптимизмом, чем-то добрым, искренним. Пишу, ощущаю каждой своей клеточкой и получаю удовольствие. Спасибо вам за то, что вы своим посланием вызвали во мне очередной прилив этих обалденных эмоций. Всех благ. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по поводу затронутой проблемы. Думаю, это может многим разобраться прежде всего в самих себе. Напоминаю, мой канал служит прежде всего психологической поддержке. Теперь о теме сегодняшнего расклада, на которую подтолкнула меня моя слушательница. Часто мы слышим: полюби себя любимую, а как это сделать? Думаю, ответ кроется в восприятии самой себя. Нам, девочкам, очень важно узнать, какой нас воспринимают, видят мужчины, женщины, какой видят друзья и недруги, любимый мужчина. Об этом снято очень много моих видео. Да, мы рождены, чтобы нравиться, но при этом очень важно, и мы часто об этом забываем, нравиться важно самим себе. Заботясь о видении других, мы забываем о том, что прежде всего для нас важно видеть, чем мы нравимся самим себе, за что мы себя любим. Не благодаря чему-то мнению, а часто вопреки. Самое интересное, социум устроен так, что когда мы делаем акцент на себе, на своем видении, то и другим, и даже врагам, мы дивным образом начинаем нравиться. При помощи сегодняшнего расклада попробуем разобраться, получить подсказку от высших сил, чем таким они нас все же наделили, чтобы нравиться прежде всего самим себе. Итак, тема расклада. Чем я сама себе нравлюсь? Мои явные и недооцененные мной достоинства, заложенные во мне высшими силами. В этой первой части все-таки я сделаю акцент на достоинствах, которыми вас наделили высшие силы, и что вам в себе нравится, те качества, которыми вы обладаете. А во второй части сделаю акцент на то, чего вы в себе не замечаете. Вот, другими словами, что вы недооцениваете в себе. То, что у вас есть, но оно недооценено вами. Чтобы исключить ощущение слащавости в каких-то моментах расклада, сразу поясню, что запрашиваю именно заложенные в вас достоинства. Поэтому, если будут приходить карты с явно негативной окраской, значит, высшие силы видят их в вашей ситуации как позитивные, с достойным содержанием. Например, если карты говорят, что вы откровенная или не очень откровенная стерва, кто сказал, что это плохо? Те, у кого не получается вами манипулировать, может быть, вы просто знающий себе ценный человек.
Итак, начинаем. Как обычно, для начала делаю вашу сигнификацию. Если в сигнификации вы себя не узнаете, а узнали, допустим, лучшую подругу, сестру, коллегу, пожалуйста, маякните ей, может быть, сбросьте ей это видео, оно и будет ей полезно. А я обещаю сделать подобное видео, подобное сегодняшнему, через месяц где-то. И вполне возможно, в следующем видео вы обязательно себя узнаете. Итак, какая принцесса пришла на расклад? Ох, и сразу карта оппозиции, выяснение отношений. И неспроста. Сейчас. Какая вы? Да. Так, вы хитрая лисичка или вокруг вас хитрые лисы? Вокруг вас хитрые лисы, которые хотят вами манипулировать. А вы, по карте развилка, вы можете быть разные. Иногда вы стараетесь эту хитрость включить. То есть вы, нельзя сказать, что вы полностью там, знаете, не приспособлены к этому социуму, и вы так вот, как это говорят, божья роса, да, все воспринимаете, так, верите. Нет, тут вы стараетесь как-то адаптироваться и как-то приспособиться к этому миру. Но при этом в большей степени я спросила, хитрые лисы, это для уточнения этой сигнификации. Это вокруг вас люди, которые стараются вами манипулировать. Так, насколько это им выходит, другой вопрос. У них это выходит. Так, а тут сети какие-то, это вы? Вокруг вас какие-то. Чем это вообще? Так, ладно. Так, давайте, ну что, объективно уже понятно. Так, вы вышли у меня по этой карте, часто выходит на вашу сигнификацию муза, яркая, вдохновляющая, харизматичная, наполненная энергетика, такая, наполненная, девочки, сладкая, вкусная энергетика. Так, женщина талантливая, прям по этой карте женщина, которая умеет привлекать это внимание, умеете использовать всякие женские штучки, там, да, все эти декольте, вырезы, каблучочки, то есть все это вы владеете. Там, может так себя преподнести, удерживать это внимание на себе, все это умеете. Плюс еще по карте Солнца, девочки, яркая, очень яркая, ясно солнышко, да, может быть даже кто-то вас этим солнышками называет. Говорит о том, что вы позитивный человек, человек плюс вот эта энергия, вот это, вот все вместе. Многие вас, конечно, могут считывать, знаете, такое, не то, что там самовлюбленное, нет. Но тут вот по этим картам 100% тут женская зависть идет в отношении вас. А вы можете, как бы вы там замечали, не замечали, скорее всего, вы замечаете эту женскую зависть, ревность какую-то, потому что вы выделяетесь, да, как будто бы почему-то такое создается впечатление у многих женщин, что для вас достичь какого-то результата, получается, достижение этих результатов намного у вас получится быстрее, чуть ли не как будто бы оно само вам то ли в руки плывет, то ли вот как-то складывается так обстоятельства. Им кажется, что они должны прикладывать какую-то массу тут усилий для того, чтобы чего-то достичь, а вам оно как будто бы само идет, хотя это все фигня, это какое-то их мнение такое, знаете, субъективное. Тут по карте Солнца, понятно, внешне яркая, привлекательная, ну тут харизма. Вы можете там в любой компании как желанной быть в плане того, что вы умеете найти язык, с любым найдете. Тут и какой-то, может быть, анекдот расскажете, и очень общительная какая-то такая, ну да, с коммуникациями все замечательно. Ну, тут, и повторюсь еще, харизма, вот такая вот, оптимизм, жизнелюбие, жизнерадостность. И вы этим светом как наполняете, согреваете. Кто-то может вас считать, знаете, как вот, я вам скажу, тут прям с этим картам так проигрывается. Они могут вас, знаете, считать, что это как маска такая. А на самом деле, что вы тут, ну, по Солнцу очень часто проходят как большие дети, да, люди такие, как будто бы вот, ну, где-то эгоистичны могут быть в моменте, вот что-то хочется вам, да, вот вы и особо не думаете, как это отразится на окружающих, как это
может быть, даже там не впишется в картину мира окружающих, по большому счету. Ну, как будто бы вот тут какой-то такой подтекст может считываться. А еще кто-то говорит о том, что вот это вот какая-то маска такая вот по солнцу, яркое солнышко, большой ребенок, какой-то такой вот радостный, оптимистичный, что какая-то как маска, на самом деле вы очень продуманная, на самом деле у вас все по полочкам, ну, более-менее. И вы как плетете тут в данном случае, тут видите, как паучок плетет эту такую паутину. Смысл этого всего, что у вас есть взгляды четкие, да, на собственную жизнь, на то, что должно в ней происходить. Какие-то у вас уже устоявшиеся ценности, приоритеты четкие есть в этой жизни. И вот это ваша типа легкость бытия, какая-то жизнерадостность, какая-то даже может быть, ну, знаете, тут какая-то она как маска, типа считывается, вот как будто бы что-то вот вы такой пытаетесь казаться, а на самом деле у вас все тут уже продумано. Ну ладно, и вас, в общем, смысл этого всего, что вот вас тоже могут считать где-то хитрой лисичкой. Вот люди могут вас такой считать. Так, при этом я не вижу, что каких-то противоречий. Вы можете, правда, вот всеми перечисленными как достоинствами обладать, при этом это не мешает вам понимать, что ваша жизнь это только ваша жизнь. Вы не должны перед кем отчитываться и не должны согласовывать особо свои действия, особенно с чужими людьми какими-то, которые для вас не являются там авторитетом или родными, близкими, да. Так, это уточнили. Ну, тут я просто хочу сказать, что вот многие, вот, тут, скорее всего, даже женщины, которые пытаются то ли вами управлять, то ли навязывать какие-то правила игры, они рано или поздно сталкиваются с тем, что до них доходит, что девочка не так проста, а тут она не настолько, как, знаете, открыта, ну, она то открыта, тут 100%, но дальше, чем вы считаете нужным, вы их не все не пустите. И уж точно не получится вами манипулировать, так как им кажется сразу, что вами можно как-то там куда-то управлять там в своих каких-то интересах. Опять-таки, вокруг вас очень много сплетен показано. Может быть, по поводу вашей семьи, кстати. Ну, если там вы замужем, не замужем. Вот как-то так. Семейного положения, вот личной жизни. Почему-то такой подтекст. У кого-то еще сплетни по поводу вашего материального положения почему-то. Не знаю уж. Вот именно семейного, материального. Карта радуга, пик. Ну, опять-таки, у кого-то история о том, что если у вас отношения сейчас в семье, ну, там, допустим, ну, с мужем, да, с супругом не очень какие-то ладятся, а в прошлом были неплохие, то тут почему-то желающие есть узнать, как у вас обстоят дела. Не знаю, мне так как-то показали. Почему-то такую информацию. Так, карта оппозиция. Вообще мне вот по этим картам показано, что вы как-то умеете как-то ловко вот эти огибать какие-то острые углы, опять во взаимоотношениях с людьми. Допустим, вы начинаете там общаться, да, и вы видите, что против вас там тут оппозиция какая-то, тут люди пытаются что-то выяснить отношения. Может быть, даже как-то хитромудные вот эти плетут сети. Тут как-то объединяются даже какие-то группы, может быть. Но у вас тут даже не чуйка. Тут вы как будто бы вы это все считываете, вы догадываетесь об этом. Ну, и вот у вас получается эти обходить острые углы, может быть, не доводить ситуацию прям вот до, не знаю, до пика, да, каких-то там, не знаю, войн. Как-то так. Может, умеете даже остановить вот этот какой-то негатив на полдороги, как обезопасить даже себя вот от того, чтобы каких-то последствий. Вот как-то мне так вас показывают. Ну, дипломат вы, дипломат, умная, тут такая чуйка, все у вас в порядке. Так, вот почему эта позиция, это с кем вы тут?
Я не хочу в прямом смысле тут читать карта семья, что у вас тут выяснение отношений, конфронтация какая-то, вы что-то пытаетесь доказать, может отстоять свое место под солнцем. У кого-то тут семья вышла, это правда, с близкими, родными, самыми близкими, да, вот, может быть, и причем показать, что правда на вашей стороне. То есть где-то вы пытаетесь эти рамочки, границы свои отстоять, доказать, что я имею право жить той жизнью и так жить, как я этого хочу, потому что тут вы выходите по карте воительница с мечом. То есть женщина уже из позиции, да не просто эмоционально, там в истериках бьется и говорит, идите нафиг, оставьте меня все в покое. Нет, вот вы тут еще с позиции, ну, интеллекта, вы по полочкам расписываете, допустим, говорите, я имею право, это моя жизнь. У тебя своя жизнь, я же тебе, допустим, не лезу, не навязываю свои правила игры. Вот тут что-то такое может быть. Ну, или как минимум вы старайтесь не давать себя в обиду. Опять-таки показано какое-то пристальное внимание к вам. У кого-то это как, прям как бы вас рассматривают, анализируют ваши какие-то там поступки, ваши слова, вот как будто бы. При этом, если это какой-то коллектив, я буду считывать, то это может быть люди, которых вы даже изначально воспринимаете, ну, как будто, ну, тут по карте семья, может быть, как, ну, как близких людей, в принципе, в коллективе. Вы плотно общаетесь, то есть вы не можете там игнорировать их какие-то проявления, поступки, хочешь не хочешь, а вам приходится давать какую-то ответную реакцию. И вы прекрасно понимаете, что эти люди как ключики к вам пытаются подобрать. И при этом в карта маска кто-то 100% какую-то маску нацепил, а на самом деле там не очень хорошие эмоции в отношении вас. Вот как будто постоянно вот это влияние третьих лиц. Что-то вот сейчас у вас такой период, где вам приходится отстаивать свое право жить так, как вам хочется, вот скажем так. Так, давайте смотрим дальше. Начинаем, да? В первой части рассматриваем, чем таким вас наделили высшие силы, какими достоинствами вы обладаете, да? Что вам в себе нравится. Чем вас таким наделили высшие силы, вот какой вы себя видите, да, что вам в себе нравится. Тут буду смотреть, чего вы себе не замечаете, но этим вас тоже наделили, и, может быть, нужно это развивать, сделать акцент на этом, да, вот что вы недооцениваете в себе. Благодаря тому, что вы сделаете на этом акцент, благодаря тому, что вы, может быть, приложите какие-то определенные усилия для того, чтобы это развить, это улучшит качество вашей жизни. У кого-то это прям обеспечит какой-то прорыв, переход на новый уровень, может, долгожданный. В любом случае, жизнь вашу перспективы должно это улучшить. Так, давайте дальше смотрим, чем таким вас наделили высшие силы. И какими достоинствами вы обладаете, что вам в себе нравится. Так, напрямую. Тут, чего вы в себе не замечаете, что недооценено вами. Так, что вам в себе нравится, какие у вас есть достоинства, которыми вы наделены. Так, чего вы в себе не замечаете? Какие-то достоинства недооцененные. Так, какой вы себя видите? Что вам в себе нравится? Какими достоинствами вы наделены? И что вы в себе не замечаете? Что недооценено вами? Начинаем. Ух ты! Какой вы себя видите, что вам в себе нравится. Ну вот эта вот карта на сигнификацию вашу и выпадала. Эта карта ну, яркая, харизматичная, я повторяюсь. Муза, женщина, которая вдохновляет, зажигалочка.
женщина, которая притягивает эти взгляды. Но вы себе такой нравитесь, это прям, знаете, вот как вот считано ваши ощущения, вот такая какая-то летящая походка, желание жить, желание даже этой энергией делиться с окружающими, ловить эти восхищенные взгляды, не обязательно даже мужчин, тут женщин, просто женщины могут даже брать с вас пример, повторюсь, где-то с ваших умения, да, находить контакт к любому человеку, где-то умение поддержать человека в трудную минуту тоже сюда, где-то элементарно даже умение себя преподнести, где-то сочетать какие-то элементы там гардероба. Вот такое, девочки, ну больше харизма, но это такое, это врожденное, это вас наделили, правда, высшей силой, этим вы обладаете, и этим вы себе нравитесь, правда. Эта карта часто может считываться. Это хорошая мамочка, женщина, которая умеет любить той самой, знаете, любовью, как это правильно сказать, сейчас я скажу, безусловно. Он забыла, он чаще употребляет, наверное, в лексиконе пропадает, да. Безусловно, это любовь мамы к ребенку, это опять-таки часто просто не ожидая там взамен ничего, может быть, каким-то людям, да, вот вы понимаете, что вы умеете любить, испытывать эти чувства. Но, кстати, тут еще покровительство высших сил, вот, может, вы видите, вы себе нравитесь тем, что, может быть, даже несмотря на то, что в вашей жизни не происходило, так как у меня тут идет вот карта прошлое, и тут следующие карты. Вот если так все читать, что какие в прошлом бы не происходили там, не знаю, перипетии, да, неприятности, что бы вам ни снесло, там, понятно, у каждого из нас болезненный опыт, он присутствует, вы все равно остаетесь добрым, светлым человеком. Вот это вот, и вы в себе это любите. Ну, как бы вы там ни говорили, что сколько можно на те же самые грабли наступать. Но по большому счету, наверное, другой вы себя не воспринимаете. Если вы по-другому будете реагировать на людей, да, там, если человеку будет плохо, а вы пройдете мимо, а потом будете сами себя накручивать и говорить, я могла подойти помочь, я могла там элементарно поинтересоваться, там, если там какая-то старушка сидит, плачет, да, в прошлом у вас был печальный опыт, вас могли там, извините, аж организм, ну, развести то ли на деньги, то ли еще на что-нибудь какое-то. Такое тоже бывает. У меня и в моей юности это было, и мой ребенок сейчас, который уже 20 лет, то она тоже мне периодически рассказывает эти такие истории, когда там бабушка сидит под магазином и просит там, дайте денежку на еду, да, ребенок мой дал денежку, следом, ну, сами знаете, как это бывает, или в следующий раз ребенок пошла, купила ей хлебушка, еще там что-то, масло и хлеба, а бабушка хлеб тупо выбросила. Такое тоже было. Ну, вот я просто вам говорю, что какие печальные не были вот у вас там в прошлом эти, ну, происшествия, назовем так, но все равно это, по большому счету, вас не сломало, не изменило. То, какая вы были, добрая, светлая, такой остаетесь. Ну, на самом деле это здорово, девочки. Опять-таки, так, какой вы себя любите, какой вы себе нравитесь, чем таким вас наделили высшие силы, и вы это замечаете, вы это знаете сейчас. То, что вы не теряете надежду, никогда руки не опускаете, опять-таки, какие бы ни были там у вас трудности, испытания, все то же самое, да, вот надежда умирает последней, да, хоть вы можете там и говорить там сами себе, да сколько же можно там, и все в этом мире как-то несправедливо, и там еще что-нибудь, или выражение, да, все надежды оставьте в раздевалке, да, а все равно надеетесь, а все равно вот мечтаете где-то. И вот тут как вот, девушка тут изображена, да, дрейфует на каком-то чемодане, похоже, она тут потерпела этот пароход, или на чем она тут, корабль, да, какой-то потерпел крушение, и она на этом чемодане в этом море бушующем, и с какой-то лампой, да, и свет этой лампы тут горит. Девочки, так тут такой подтекст, вот это чайка рядом плывет, плывет, у меня уже плывет перед глазами, чайка тут это парит в этом небесах, вот возле нее прям, это говорит о том, что рядом находится уже берег, то есть чайки далеко не
хотел сказать, не отплывают. Чайки далеко не летают от берега. Вот я к тому, что вы молодцы, вы умнички, вы верите, и вам воздается по вашей вере, и тут и надежда у вас всегда присутствует. Может быть, даже остальных вот поддерживаете, да, скажем так, заставляете там людей выходить, у кого есть депрессия, кого, ну, может быть, правда, умеете, вот как карманный психолог, тут девочка такая еще. Карта взлет, шут, поездка. Девочки, тут опять история о том, что вы все равно карта взлет, новые цели ставите, идете, хоть вам и страшно, хоть это новое может быть по карте шут, оно и пугающее. Вот тут в классике и тут тоже шут, он как над пропастью зависает, да, то есть вероятность того, что можно кубарем свалиться вниз, да, и там какие-то эти, хотел сказать, запчасти свои повредить, части тела, тоже вероятность этого сохранена, но все равно вы идете, вы умнички. Тут вот этот самолет, который летит вверх, взлет, это история о том, что вы понимаете, для того, чтобы качество жизни улучшать, нужно как-то из зоны комфорта, хочешь, не хочешь, а потихонечку выходить, а желательно не потихонечку. Тут вот тоже это вот как будто вы в себе любите, это вы все принимаете. Какие-то поездки предпринимаете. Карта княгиня, замок и защита. Так, достоинства, какими вы обладаете, смотрим, да. Так, ну элементарно может быть, что если кого-то там страшит вероятность, ну, не знаю, возможности того, что нужно по шуту менять кардинально свою жизнь, карта поездка, то есть новые какие-то осваивать, у кого-то профессии, у кого-то переезды в другую страну, ну, род деятельности, повторюсь, еще менять, у кого-то даже, ну, разное, в разных сферах разные, да, допустим, какие-то поступки, то скорее всего, что вы решитесь для того, чтобы не сидеть в этом болоте. По этой карте, княгиня, мне так кажется, у вас есть четкое понимание, к чему вы идете и чего вы хотите. Тут даже больше, даже не знаю, тут все, наверное. Тут и эмоциональное ваше состояние, тут и материалка, и статус какой-то. Тут карта княгини. Это вообще самодостаточная женщина. Почему-то мне вот, я глядя на эту карту, мне хотелось бы вот сказать, что вам, скорее всего, нравится то, что вы где-то знаете, правда, себе цену знаете, и знаете, что вы достойны. Все мы достойны наилучшего. Но тут вот такое, как будто женщина говорит: а я 100% достойна самого наилучшего. Я знаю, что я этого достойна. Опять-таки, уважение к самой себе. Желательно ваши рамки, границы не нарушались. Вы так, конечно, вы сами не будете нарушать чужие рамки, границы. Где-то, девочки, я вам хочу сказать, по вот этой карте, карта замок, и тут карта княгиня, при том, что вы открыты, действительно, к миру открыты, позитивно настроены, но тут какой-то такое идет подтекст, вы какую-то информацию о себе сознательно утаиваете. Я не говорю, что она негативная какая-то, но это идет карта защиты для того, чтобы лишний раз, может быть, не подпускать тех самых людей, которые могут в будущем быть негативно настроены, как-то разрушать вас токсично. Как-то вы уже по чуть-чуть учитесь вот выбирать людей, с которыми можно делиться чем-то, а с большинством, мне кажется, карта замок, защита, как будто бы защищаетесь. При этом такой, знаете, у вас создается такой вокруг вас, с одной стороны, открытая, яркая, харизматичная, красивая, а с другой стороны, женщина, у которой какие-то есть свои тайны, какие-то, знаете, такие уголки души, куда она точно никого не подпускает. Вот, ну, как будто постоянно о вас что-то люди узнают, оно интересное, оно какое-то как постоянно как непрочитанная книга, вот что-то новое, какие-то новые страницы о вас листают, люди узнают, но при этом у вас же что-то запрос на рост развития, и вы действительно чего-то, хоть маленькими какими-то кто-то темпами, кто не очень маленькими, но идет и развивается. То есть в эту книгу, которой вы являетесь, интересную, с интересными новыми страницами, вы сами эти страницы и дописываете.
и шансы постарайтесь использовать по шуту дураку. Это, знаете, это даже у кого-то обнуление, где-то у кого-то жизнь с нового листа. Вот, допустим, какой-то цикл закрывается, да, там вот, может цикл взаимоотношений у кого-то, не обязательно там с друзьями, да, вот какая-то, может быть, смена места жительства, смена работы, да, места работы, в принципе, какие-то увлечения новые. Вот тут так как-то, мне кажется, женщина старается быть интересной самой себе, ну, соответственно, вы и остальным интересны. Вот мне так оно идет. Еще тут, девочки, княгиня, все-таки надо это тоже сказать, тут материальное положение. Вот вы себе нравитесь, наверное, все-таки тут женщина корона, бархатное платье такое красивое, тут какие-то жемчуга, украшения. Я так такое люблю, девочки. Ну, мне такое кажется, что вы тут говорите о том, что красивой женщине, достойной, как вот, ну, я достойна, как истинный бриллиант, я достойна этой соответствующей какой-то оправы. Тут даже история не о том, что вы там будете искать себе мужчину, вот в плане материалки там какого-то там суперобеспеченного. Тут, скорее всего, вот та девушка, которая сможет даже при средней какой-то, ну, базе материальной себя баловать, где-то какие-то выделять средства. Вот умеете как-то так для того, чтобы где-то себя порадовать какими-то, ну, тут может у кого-то ювелирка, у кого-то это, уж не знаю, там какая-то бижутерия, но она тоже будет очень стильная, классная, интересная. Что такое, для того, чтобы выглядеть, в первую очередь, вам хотелось бы выглядеть как-то, может быть, даже нестандартно, не в том плане, что там с перьями и ладно, не буду. А тут как-то вот так вот как-то необычно. Ладно, ну, нетривиально, вот, нестандартно. В том плане, что красиво как-то так. Для себя, для себя. Ну, соответственно, вы и окружающими вот это вот так считываетесь. Необычная женщина какая-то. Не как все. Как это советский фильм был, «Влюбленные по собственному желанию». Так там фраза была, да? Не ширпотреб, а им пошив. Ладно. Так, девочки, давайте теперь посмотрим. Это еще, мне кажется, более интересно. Чего вы в себе не замечаете? Что вами недооценено? Какие-то достоинства вами, которыми, может быть, вы сакцентируете внимание. Туда фокус внимания направьте, и это вам, повторюсь, принесет, может быть, рост развития. Опять-таки, улучшение качества жизни. Итак, чего вы в себе не замечаете? Причем это идет с позиции достоинства. Угу. Как интересно. Сейчас. Ой, тут, конечно, тяжело уже трактовать, честно вам скажу. Первый раз это делаю расклад. Он такой в голове. Так, решила сделать. Смотрите, почему-то... Вот чего вы не замечаете, кстати. А это очень тут важно. Вот это вот сочетание этих карт. Карта невозможно и карта перемен, чего-то классного. Когда человек ждет свою жизнь, вот эти перемены, они всегда хорошие. Вот тут по этой карте идет этот корабль, он как будто несет изменения в лучшую сторону. Угу. И тут сразу вам говорю, акцент такой. Вот вы в себе не замечаете того, что вы, при том, что вы, может быть, знаете, вокруг анализируете, думаете там свою ситуацию, сравниваете с ситуацией там окружающих, еще что-то, и думаете, да невозможно тут что в моей жизни изменить в лучшую сторону. Но тут говорят о том, что все равно вы делаете. Возможно, невозможно, а почему-то рано или поздно, может, вначале сидите и думаете, да ничего не выгорит, да не получится, да не стоит и начинать, да, как будто бы, но улучшения хотите. А потом все-таки делаете. Вот тут, мне кажется, такой потеш. Вот тут говорят прям большими буквами, такими красными, как будто бы чаще, не в том плане, что рискуйте всем, а чаще, если у вас возникает желание изменить что-то, вот прям такое, и как будто бы, да, подумали, а потом не откладывайте это. Знаете, не надо так, что думать, да, может быть, там, послезавтра, на следующей неделе, а может, через, там, 3 месяца. Тут говорят, вот, чаще всего то, что вы делаете, чаще всего, вот, если в моменте вот вы там обдумали, понятно, все за, против, риски взвесили, я же не говорю, что нужно в омут головой, но говорят, что ваши какие-то вот эти вот желания, истинные желания, вот эти порывы изменить свою жизнь в лучшую сторону,
очень часто вы как-то откладываете, или оно может быть потом уже не время, и момент упущен, и возможность упущена. А говорят, у вас есть и интуиция, и на самом деле и навыки есть, и способности, и под этим реально есть, ну как, и мотивация есть. Просто как будто бы нужно встать и сделать. Вот тут говорят, что вот почему-то вот вы в себе этого недооцениваете, а вот это вот нужно над этим поработать, и тогда 100% больше будет у вас чего-то классного в вашу жизнь входить, вылетать. Так, опять-таки, вы недооцениваете себя как друга. Говорят, что вы очень классный друг, вы умеете дружить. Тут вы как-то с нежностью, с заботой, с трепетом ко многим относитесь. Вот как-то так тоже говорят, что это редкость. Почему-то мне так. Карта корабль. Тут тоже можно, знаете, как-то прочитать, что как будто бы... А я даже не знаю. Просто тоже не хочу давать лишних, ложных каких-то надежд, да, потому что я тоже уже, знаете, как эта бабочка опалила крылья, тоже не хочется так, чтобы вы это раскрывали свое сердечко, бежали навстречу новым знакомствам в том плане, что друзья, да, а вам в ответ тут в лучшем случае больно не сделают, а то могут просто оградиться. Нет, но мне все-таки вот эти вот карты как-то так читаются, считываются, что вы в себе недооцениваете то, что вы, правда, можете дружить, можете приходить на помощь, можете считывать вот какие-то, если вот нюансы в психологическом состоянии, вот, допустим, вашего друга, нового друга, да, многие просто вот так вот как-то, ну, как он себя чувствует, да, у тебя все окей, да, и пофиг. А тут почему-то говорят, что вы умеете вот какие-то вот эти вот считывать колебания настроения, вот опять-таки, какие-то, может, человек не договорил какую-то фразу, он его что-то гложет. Ну, другими словами, вы хороший психолог. У вас вот эта интуиция, у вас умение считывать и распознавать хорошо развито, но вы этим, может быть, даже не то, что не пользуетесь, а ну не считаете нужным, может быть, ну, где-то самодостаточно, где-то тактичная слишком, не хотите, ну, как влезать, да, на чужую территорию, не хотите где-то. А тут вам говорят, вот тоже сделайте над этим, ну, акцент, может быть, вы приобретете новых друзей, вот даже благодаря тому, что где-то, ну, лишний раз поддержите кого-то, где-то вот, ну, я же не говорю всех, ну, почему-то мне это показывают. Может быть, в вашу жизнь сейчас придут новые люди, и среди них, правда, могут быть классные люди, хорошие люди, и благодаря вашему вниманию, вашей какой-то вот, даже опять-таки, желанию поддержать, желанию, может быть, где-то выслушать, вы обретете новых друзей. Вот почему-то мне так идет. Вот тоже интересно так. Так. А дальше пошло тяжело. Так, нерешительность, самобичевание, князь. Угу. Кольцо. Фу-фу-фу. Так, что они мне показывают? Чего вы в себе не замечаете, что недооцениваете? Ага. Вот тут как будто бы, вот наоборот. Вот сейчас объясню, о чем я. Вот тут вы как будто бы можете упускать какие-то шансы, которые, ну тут 100% как будто бы нужно идти и пробовать, и делать. Я не говорю, что там нужно заложить квартиру свою там и там вложить в бизнес. Нет, тут какие-то, ну, элементарные шансы там. Допустим, кто-то из ваших знакомых увлекается каким-то там хобби, да, и вы думаете, классно, интересно, ну, что-то у меня сегодня нет силы, желания, а потом на следующий раз, может, на следующей неделе. А тут вплоть до того, что вот, превозмогая себя, пойти, и вы, правда, получите какой-то кайф. Это может быть вот тут, вот, где-то это сподвигнет вас даже вот какую-то выйти на общение с какими-то людьми, вообще с вами, вот как будто с теми, которыми вы раньше не пересекались, с людьми, которыми вообще иное видение мира. Это заставит вас в свою очередь где-то познакомиться еще с кем-то, какая-то цепочка, понимаете? Вы можете в конце концов пошли там элементарно какие-то даже недорогие, какие-то вот курсы. У меня ребенок, допустим, проводит эти
курс, да, если можно сказать, да, обучает рисовать и маленьких, и деток, ой, да, маленьких деток, и взрослых уже. И я просто, она рассказывает, она говорит, такая разношерстная публика, но они как-то находят общий язык, они как-то уже сгруппировываются. Абсолютно разные профессии, и люди между собой как-то, вот, опять-таки говорю, находят какие-то точки соприкосновения. Они уже встречаются, помимо того, что у них групповые занятия, они уже как-то там как-то встречаются друг с другом в плане, у них какие-то уже новые общие интересы. Вы понимаете, как эта цепочка работает? То есть через время, может быть, эти люди там создадут вообще какие-то, кто-то союз создаст, творческий, кто-то там любовный союз, а кто-то уж правда, это как отправная точка будет, точка отсчета для нового какого-то бизнеса, проекта. Вы понимаете, о чем это? В шансы, возможности. Вот тут вот как будто вы что-то упускаете сами. И тогда, когда сомневаетесь, туда говорят, вот, если ты хочешь, это не сомневайся, иди и пробуй. А вот тут уже по-другому. А вот тут почему-то это уже связано с мужчинами. И говорят, в чем вы себя недооцениваете. Вот тут какая-то ваша нерешительность, которая потом приводит к самобичеванию. По поводу мужчины. Как это считать? Я, конечно, могу это читать так, что вот вы там тоже что-то не совершаете, да, как-то не проявляетесь, а потом как будто бы ощущение, что вот тут, вот, что вы накручиваете себя. Я там могла сказать что-то мужчине, или как-то проявиться, как-то, а я не сказала, не проявилась, и потом вы себя накручиваете. Ну, что же я так себя повела, ну, что же я там, ну, надо было мне быть какой-то более, может быть, или настойчивый, или более активно показать, что он мне интересен. Но мне так идет, по-другому я не могу это прочитать никак. То вам говорят, с учетом того, что мы смотрим, это даже ваш плюс. Почему? Потому что я логически так уже понимаю, что, наверное, что если мужчине вы интересны, то, наверное, мужчина истинно, который будет интересен, ну, которому вы интересны, он, наверное, будет прикладывать и не одно, и не два, да, раза там попытки эти с вами сблизиться, узнать вас. Может быть, вот то, что вы вот считаете там себя вот накручиваете, потому что какое-то такое интересное сочетание. Вот карта нерешительность, женщина, которая сидит вот как за столом и комкает какие-то листки бумаги, она что-то пишет, ну, не обязательно тут любовное письмо, в принципе, что-то пишет, комкает, бросает, она не решается это письмо отослать, она не решается как-то где-то лишний раз как-то проявить, заявить. А дальше идет карта самобичевания, как будто бы человек, ну, женщина в данном случае, но это все в отношении этого князя, мужчины, не решается как-то на какие-то конкретные шаги, а потом себя накручивает, почему я упустила шанс. То в данном случае, девочки, вам говорят, тут карта кольцо еще, и вот эта карта этих крабиков, шаг вперед, 3 назад. Говорят, если мужчина вас влюбится, полюбит вас, то он будет прикладывать усилия. Для него ваши вот эти вот, ваша нерешительность и ваша где-то неуверенность в том, что нужен он, не нужен, но почему-то мне так говорят. И ваше вот как будто бы то, что вы делаете шаг вперед, 3 назад, это его не остановит. Понимаете, если, ну, как мужчина любит, влюблен, он будет прикладывать усилия. А если там для секса, для каких-то разовых встреч, то тут, по большому счету, о чем вам тогда жалеть, да? Не, ну, кому-то можете жалеть, если там какой-то уже, не знаю, альфа-самец, если вам нужен какой-то такой опыт интересный, да, назовем это так. Почему нет? У каждого же свои запросы. Ну, вот почему-то вам говорят, тут и не жалей даже об этом, о том, что ты, типа, какие-то шансы упустила с мужчиной. Почему-то говорят, карта кольцо, что если бы это серьезные были у мужчины, действительно, ну, как это сказать, намерения, то ничего он тебя не упустил бы из своей жизни. Он бы прикладывал усилия, вы бы точно это прочувствовали. Вот как-то так, девочки. Что-то мне так сегодня идет. Вот вы недооцениваете себя насчет этого. Еще сейчас прошу. По карте там кольцо. Что еще можно тут прочитать? Чего вы себе не замечаете, что вы недооцениваете в себе? Ну, почти то же самое говорят, только чуть-чуть другой подтекст. Вам говорят, может быть, вас, вот то, что вы где-то нерешительны были,
где-то, может быть, даже не совершили какой-то опрометчивый шаг, а потом, знаете, как жалели и говорили сами себе, да, лучше, вот я это люблю фразу, я очень люблю эту фразу. Вот я, кстати, могу часто совершать эти опрометчивые шаги, и вот тут я, кстати, понимаю, о чем речь. Если вы не совершили, значит, все правильно вы сделали. Я люблю эту фразу. Лучше, да, как-то там лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь, чем не сделать и потом всю жизнь жалеть, что ты этого не сделал, да, что-то из этой серии. Ну, как-то так, ладно. А тут вам говорят, девочки, какие-то у кого-то могут быть ситуации такие с третьим фактором. Карта воровство, это, знаете, очень часто проигрывается, когда кто-то не свободен. Ну, тут трио. Женщина и двое мужчин. Точно так можно прочитать: мужчина и две женщины. И вам просто говорят, если вот вы там не совершили каких-то опрометчивых шагов, может быть, на это на самом деле была какая-то причина. И она у вас где-то в подкорке сидела на подсознании, и вы осознанно не сделали этот шаг. Девочки, как будто бы сами себя уберегли от чего-то. Вот вы этого, может, не замечаете, не думаете. Где-то себя корите за то, что, блин, я вот с мужчиной каким-то не воспользовалась шансом. А на самом деле ситуацию нужно посмотреть на эту ситуацию совсем по-другому, под другим углом. Карта воровства вам говорят о том, что, скорее всего, мужчина пришел бы в вашу жизнь, воспользовался вашими ресурсами, ну, где-то у кого-то это время, ресурс, ну, тупо тратили бы на него, на эти взаимоотношения, молодость ваша, у кого-то и материал, когда бывают женщины, которые там вкладываются в очень основательно в отношения. А по факту это принесло бы душевные муки, вам говорят. А вам нужно все по справедливости. Тут как будто, посмотрите, интересная карта, душевные муки. Женщина страдает, завязанные глаза, как будто бы не видит выхода из этой ситуации. А вам говорят, вам изначально правильно вы все делаете, потому что вам изначально нужно идти по карте справедливость, в серьезные отношения, в отношения, где ну, вот это с завязанными глазами, это справедливость, фемида, да, она взвешивает, не смотрит на то, что там какие, насколько мужчина там сексуален, харизматичен, понятно, что все мы обращаем на это внимание, да, но тут как будто больше смотрите на проявление, не на обещание, а вот на проявление действительно. Ну вот так, не знаю. Что-то тут как прям мне вот тут прям показывает, что если вы там себя за что-то корили, укоряли, да, за что там я не дала ему шансов, я не воспользовалась. Да тот, кто любит, кто интересуется вами, действительно, он будет и 3, и 5 раз приходить в вашу жизнь, девочки. Хотя вы мне на это можете написать. Сейчас жизнь не такая, сейчас мужчины не такие. Так а зачем вам, ну, какой-то, не знаю, как это говорят, суррогат, да? Вы заслуживаете самого лучшего. Ну, у вас есть же заявка. Вы же знаете, какого вы мужчину хотите. Зачем вам какая-то подмена понятий? Тут как-то так идет. Ну, в любом случае, выбирать вам, решать вам, конечно же. Ну, тут вот прям вот почему-то это попытались вам донести, что ну, не нужно укорять себя, ты все правильно делаешь. Может быть, то, что ты там думаешь, ты его упустила, так по факту, если бы у тебя с ним жизнь сложилась, ты 1000 раз бы больше пожалела бы. Будто бы тут высшие силы вас даже оберегают. Вот так вот. Так вот, вот это вот вы в себе все недооцениваете. Подумайте. Все, мой хороший, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.